Здравствуйте, уважаемые подписчики, гости моего канала. Сегодня хочу с вами связать вот такие вот носочки. Точнее, один носочек у меня связан, а второй мы с вами будем вязать вместе. Что касается этого носочка, вот так он выглядит поближе. Здесь у нас паголина как бы вот такой вот гармошечкой. Можно вязать больше, повыше, скажем, высоту, можно меньше. Это уже, скажем так, на ваше усмотрение. Вот так вот выглядит у нас пяточка. Провязывается чашечка. Здесь у нас убавки и мысок ленточный. Так, что касается размера, значит, длина стопы у меня 12 сантиметров. То есть, если вот так вот примерить, это у меня 12 сантиметров длина стопы. Они подходят, скажем так, на размер обуви 20. Так, теперь по пряже. Пряжа у меня молочный хлопок. Это китайский молочный хлопок, 105 метров, 50 грамм. Такая вот секционная пряжа. Вы знаете, она очень мягкая, очень нежная. Она гипоаллергенная. Очень подходит для детских вещей, конечно. И хороша тем, что ее можно, изделие из нее можно в стиральной машине. Я сейчас вам покажу вот такую вот детскую кофточку, которая связана из такой же самой пряжи. На канале у меня есть отдельный мастер-класс по вязанию вот этой кофточки, тоже подробный, точнее даже попетельный, то есть полностью как провязывается эта кофточка. Я все рассказываю, показываю, поэтому если кого-то заинтересует, можете сейчас перейти по ссылочке, посмотреть. Кофточка получилась тоже очень мягкая, потому что, вы знаете, эта ниточка действительно очень-очень мягкая. Из этой пряжи я вязала даже носочки на взрослую ногу. Мы с вами будем набирать 32 петли. Набираем, смотрите. Вот у нас вот этот край. И я буду его набирать следующим способом. Берем спицы в работу номер 3,5. Ниточку отмеряем нужную длину. И набираем, как я уже сказала, 32 петли. Набираем таким вот способом. Сначала спицу заводим под нить. Под нить. И вот таким образом первое движение у нас. Вот у нас двойная петля. И это у нас получается 2 петли сразу. Так, дальше набираем вот таким образом. Сначала с указательного пальца забираем нить дальнюю, а с большого пальца вот эту вот ближнюю. И заводим вот эту петлю. Снимаем на спицу. И повторяем. С указательного дальняя ниточка, а с большого пальца ближняя. И заводим в петлю. Снимаем на спицу. И повторяем вот эти вот движения. Всего у нас 32 петли плюс 1 петля для замыкания в круг. Тридцать 2 петли набрали, вытягиваем леску в двух местах и замыкаем вязание в круг. Вот таким образом. Для того, чтобы удобнее было замкнуть вязание в круг, вытянули леску в двух местах и соединяем. Смотрите, чтобы петельки были все правильно развернуты. Вот таким образом. Вот эти вот наш наборный край, он должен смотреть вовнутрь. Так. Соединяем вязание. Значит, смотрите. Вот это вот первая петля, которая у нас была набрана, мы ее снимаем на правую спицу. Так,
а последнюю петлю набрасываем на первую. Вот таким образом. Ниточку подтягиваем. Все. Замкнули мы вязание в круг. И сейчас мы будем вязать с вами дальше. Значит, смотрите, с самого начала у нас идут лицевые петли. Лицевые ряды, всего их 5. Мы с вами будем чередовать 5 рядов лицевых. Дальше будут 3 ряда изнаночных. Вот они, видите, дорожки, это изнаночные ряды. Всего у меня их 3. Дальше опять 5 рядов лицевых, 3 изнаночные. Дальше 5 рядов лицевых и опять 3 изнаночных. То есть всего у нас получится 24 ряда. Итак, провязана у меня полностью вот эта вот высота, то есть наш паголенок. И по высоте он получился 6,5 сантиметра. Так, сейчас мы с вами делим вязание на 2 части. И будем на половине петель вывязывать стенку пятки. Вот эту вот часть будем с вами сейчас вывязывать. Это называется стенка пятки. То есть делится вязание на 2 части. На половине петель вывязываем вот эту вот часть. Мы будем провязывать лицевыми петлями. То есть все ряды у нас будут лицевые. И прямые, и поворотные. Всего у нас здесь получается 16 рядов. То есть если посмотреть вот по рядам, вот эти вот волны, это изнаночные ряды. Значит, вот один ряд, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и еще один, вот этот вот 8 у нас будет последний изнаночный. То есть всего у нас будет 16 рядов. По длине это получится наша высота пятки 3,5 сантиметра. Первый ряд провязываем лицевыми петлями. Всего у нас должно быть 16 петель. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Так, сейчас разворачиваем вязание на изнаночную сторону. Так, и смотрите, по изнаночной стороне, вот в этих изнаночных рядах, мы с вами будем провязывать края следующим образом, чтобы получилась вот такая вот косичка. Мы с вами будем выполнять ее следующим образом. Первая у нас кромочная. Мы ее снимаем. Дальше идет у нас вторая изнаночная. Провязали изнаночную. Так. И дальше у нас идут уже все петли лицевые до последних 2 петель. Провязываем тоже все петли лицевыми, кроме последних 2. Так, вот у нас остаются эти 2 петельки. И 2 последние петли провязываем изнаночной. Смотрите, это предпоследняя лицевая изнаночная петля и последняя тоже изнаночная. И вот таким образом мы с вами будем выполнять по изнаночной стороне этот ряд. То есть первую снимаем кромочную, вторая будет изнаночная. Дальше идут петли лицевые, кроме последних 2. Они будут у нас изнаночные. Разворачиваем вязание сейчас на лицевую сторону. В лицевом ряду первую кромочную мы с вами снимаем. Дальше идет у нас лицевая. И все остальные тоже у нас лицевые. То есть у нас идет платочная вязка. Когда все ряды в прямом поворотном вязании, все ряды будут лицевые. Довязали до 2 последних петель. И смотрите, в лицевом ряду
2 последние петли тоже будут провязываться лицевыми. То есть, если это лицевой ряд, значит все петли лицевые, кроме первой. Первая кромочно снимается. Опять разворачиваем вязание на изнаночную сторону. И выполняем точно так же. В изнаночном ряду, вот смотрите, у нас идет первая изнаночная, кромочная, мы ее сняли. Дальше вторая идет у нас изнаночная. Провязываем дальше все петли лицевые до 2 последних петель. А 2 последние петли у нас будут провязаны изнаночной петлей. И когда мы разворачиваем вязание уже на лицевую сторону, смотрите, у нас вот появляется вот эта вот косичка с одной стороны и с другой стороны. Это и будет вот эта вот такая вот дорожка лицевой петлей с одной стороны пяточки и с другой. Так, вот смотрите, мы с вами провязали несколько рядов. Всего у нас должно быть 16 рядов. Вот 2 дорожки у нас уже есть изнаночные. Дальше провязываем точно так же. И посчитайте ряды. Всего должно быть 8 дорожек вот этих вот изнаночных и 8 лицевых. Это получится 16 рядов. Так, стенка пятки уже провязана. Давайте посчитаем. Вот у нас получается вот эта вот изнаночная дорожка. Это первая. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. 8 волнистых дорожек плюс вот эти вот лицевые ряды тоже. Всего получается 16 рядов. Это стенка пятки. Так, сейчас мы с вами будем вязать чашечку. Вот эта вот часть, вот это вот называется чашечка. Мы с вами будем ее провязывать следующим образом. Смотрите. Нашу чашечку у нас 16 петель. Здесь 16 петель. Мы с вами будем делить на 3 части. По бокам мы оставим 5 петель, посерединке 6. 6 петель центральные мы трогать не будем, то есть они у нас будут всегда провязываться. А убавочки мы будем делать вот здесь, вот на стыке первой части и центральной, третьей части и центральной части. Провязываем сначала вот эти 5 петель. 1 петля. Сейчас уже провязываем полностью лицевыми петлями. 1 петля, 2 петля, 3, 4, 5. Дальше провязываем из центральной части 5 петель, то есть не 6, а 5. 1, 2, 3, 4, 5. Вот это 6-я петля центральной части и 1 петля 3-й части. Мы будем провязывать ее вместе. Провязываем за заднюю стенку лицевой петлей. Вот таким образом. По лицевой стороне мы будем провязывать лицевой петлей за заднюю стенку. Здесь у нас остается уже 4 петли, потому что одну петельку мы здесь уже взяли. Разворачиваем вязание на изнаночную сторону. По изнаночной стороне чашечку будем вязать изнаночными петлями. Так, провязываем первую петлю, которую мы с вами 2 вместе делали, снимаем, точнее, полностью снимаем. Провязываем изнаночной петлей 5 петель опять центральных. Вот смотрите, одну сняли, вторая уже, 3, 4 и 5. Так, что касается вот этого стыка, скажем так, опять берем одну петельку. Вот это вот центральная 6-я получается. Здесь у нас остается 5. Вот эти вот. Значит, берем одну из центральной части и первую петлю
третьей части боковой провязываем по изнаночной стороне изнаночной петлей за передние стенки, вот таким образом. Здесь у нас опять сбоку остается 4 петли, потому что мы с вами уже одну взяли. Разворачиваем опять вязание на лицевую сторону уже и повторяем вот эти вот наши убавки. Первую петлю мы с вами снимаем, дальше провязываем центральные, не доходя одной петли. Вот она, видите, оно уже видно, даже такое пространство. И по лицевой стороне провязываем со следующей петлей из уже вот с этой части боковой вместе лицевой петлей за заднюю стенку. Разворачиваем вязание. Сбоку у нас уже 3 петельки остается. И опять первую петлю мы с вами снимаем, провязываем изнаночными петлями по изнаночной стороне, не доходим до одной петли, вот она у нас уже видна, разделяется это вязание, и провязываем 2 вместе с изнаночной петлей за передние стеночки. Остается опять сбоку 3 петли. И таким образом повторяем. Эту петельку мы снимаем центральную, провязываем лицевыми по лицевой стороне, последнюю петлю центральную и первую боковую провязываем лицевой петлей за заднюю стенку. Развернулись. Так мы с вами делаем вот эти вот убавочки, пока не останется по бокам ни одной петли. То есть вот эти вот петельки боковые с одной и с другой стороны, они должны убавиться полностью. Опять провязываем центральные петли и делаем убавочку. Это у нас идет чашечка. Здесь мало петель, вяжется быстро. Так, разворачиваемся. И остается одна петля. Сейчас мы с вами будем делать последнюю убавку. Соединяем по лицевой стороне за заднюю стенку. Разворачиваемся. Так, развернулись. И по изнаночной стороне идем назад. Делаем последнюю убавку. Вот эту вот за переднюю стенку. Все. У нас уже чашечка провязана. Вот она. Видите, вот такая вот у нас получается чашечка. Итак, следующий этап — это набираем петли по боковым краям стенки пятки. Вот по этим вот боковым краям вот у нас идут косички, и мы за эти косички будем поднимать петельки. Вот смотрите, вот эта вот косичка, мы будем за 2 дужечки поднимать одну петлю. Так, вот эти вот получаются петельки. Так, сейчас провязываем 3 петли. Первую снимаем. Первые 3 петельки мы провязали и делим вязание на 2 части. То есть снимаем, вытягиваем леску, чтобы было удобнее вязать. Дальше провязываем опять 3 петли вот эти. Эту уже петлю мы с вами провязываем, третью, и начинаем набирать петельки. Так, чтобы было удобнее вязать, опять сверху мы делим вязание на 2 части. Вытягиваем леску посерединке. Так, и смотрите, набираем петельки вот за эти дужечки.
Всего у нас должно быть 9 петель. Так, вот у нас первая петля. Набираем тесно, особенно вот здесь вот в начале. Вторая петля. Третья петля. Вот у нас идет за эти две дужечки четвертая петля. И так далее. 5, 6, 7, 8. Остается еще у нас одна петля. Мы набираем ее вот таким способом можно. Вешаем маркер. Так, дальше начинаем провязывать верхнюю часть носочка лицевыми петлями. Смотрите, вот у нас идет носочек, и мы с вами дальше будем провязывать лицевыми петлями и вверх, и низ. Доходим до второй части. Также провязываем ее полностью. Так, верхнюю часть провязываем тоже лицевыми петлями. Вешаем маркер. И начинаем опять набирать петельки вот с этой косички. По этой стороне точно так же 9 петель мы должны набрать. Так, первую петлю смотрим внимательно, чтобы она была такая тесная. Вот у нас дырка, поэтому мы можем, в принципе, ее вот так набрать. Одна петля, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая. И вы знаете, вот это вот девятая, я ее наберу скрещенной. Даже из половины вот этой вот одной ниточки. Скрещенной лицевой. Вот. Пересчитаем. 2, 4, 6, 8, 9 петель мы набрали боковых. И провязываем вот эти вот 3 петли, которые были на чашечке. И смотрите. Вот мы с вами набрали петли. И так выглядит у нас сейчас носочек. Вот у нас чашечка. Здесь у нас стенка пятки. Так, следующий ряд у нас будет полностью лицевой. Провязываем полностью и вверх, и низ. Довязываем до вот этого маркера, не довязывая 2 петель. Все петельки лицевые. На спицах у нас по 20 петель. На одной спице 20 и на второй 20. Так, провязали мы полностью один ряд, и сейчас будем делать убавки. Убавки делаются в крене подъема. Вот смотрите, вот здесь вот эти убавочки, которые идут, их у нас будет всего 4. Почему мы должны сделать эти убавки? Для того, чтобы было одинаковое количество с тем количеством, которое мы с вами набирали в начале. В начале у нас было 32 петли вот здесь вот. Значит, и после наших убавок тоже у нас должно быть 32 петли. То есть 16 петель на одной спице и 16 должно быть на другой. Поэтому делаем эти убавочки. Так, каким образом выполняются убавки? Доходим вот до этого маркера, как я говорила, не доходя до 2 петель. Так, с этой стороны мы будем делать убавку вправо. Запоминаем следующим образом. Вот у нас пяточка находится с правой стороны, значит убавочка должна быть тоже вправо. Выполняется очень просто. За 2 петельки, за 2 передние стенки провязываем лицевой. Вот так. И вот это у нас есть убавка вправо. Переснимаем маркер. Дальше идем полностью провязываем вверх, останавливаемся вот возле этого маркера.
С этой стороны запоминаем тоже убавку. Пятка находится с левой стороны, значит убавка должна быть влево. Выполняется она следующим образом. После маркера первая петля снимается вот таким образом. Вторую мы провязываем и набрасываем ту, которую сняли. Вот так. И это у нас уже будет убавка влево. Дальше провязываем все петли лицевые. Таким образом мы выполнили сейчас 2 убавки, и на каждой спице стало на одну петельку меньше, то есть 19 петель сейчас. У нас должно с вами быть еще 3 убавки. Значит, следующий ряд после убавок у нас будет, после того, как мы выполнили сейчас убавки, следующий ряд у нас будет без убавок. То есть убавочки в клине подъема мы делаем через ряд. И таких убавок у нас должно быть еще 3. То есть мы 3 петельки еще вот эти вот сократим. И тогда у нас получится на спицах, на одной спице и на второй 32 петли. На каждой останется 16 петель. Можно даже пересчитать. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Вот одну мы с вами убавку сделали, поэтому 3 петельки мы с вами еще будем сокращать. Дальше провязываем самостоятельно. Еще раз повторюсь, мы сделали с вами убавки. Значит, сейчас следующий ряд должен быть без убавок, полностью лицевой. Через ряд мы делаем убавку опять. И опять следующий ряд будет лицевой. Таким образом, выполняем еще 3 убавки. Итак, убавочки я уже выполнила. Вот так они выглядят поближе. С одной стороны, вот эти вот убавочки здесь. И с другой стороны. Дальше мы с вами вяжем по кругу, нигде не убавляя. Так, то есть мы с вами сейчас вяжем вот эту вот часть до мыска. Вот у нас вот этот вот мысок. Значит, мы с вами от последней убавки до начала формирования ленточного мыска будем провязывать 13 рядов. Полностью все петли лицевые, 13 рядов. 13 рядов у меня уже полностью провязано до формирования мыска. Вот если посмотреть на последнюю убавочку, она была вот здесь вот. И первый ряд, который мы дальше вязали, это вот этот вот. Поэтому можно, в принципе, посчитать эти ряды. Вот смотрите, вот это у нас будет первый ряд, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, 10, 11, 12, 13. 13 рядов провязано. И сейчас, как я уже сказала, мы будем формировать ленточный мысок. Вот этот вот мысок называется ленточный. Но я хочу сразу отметить то, что вы можете вязать носочки не только на этот возраст 6-18 месяцев, но можете вязать и на более, скажем, больший размер и возраст. Почему? Потому что если вы провяжете еще немножко больше, значит носочки подойдут на больший размер. За счет того, что у нас пагренок связан вот таким вот чередованием лицевых и изнаночных петель, они довольно-таки растягиваются, видите? Если взять вот такой вот носочек, видите, он хорошо лежит по ножке. Поэтому пагренок довольно-таки хороший, он подойдет смело на возраст даже больший. Поэтому если вы вяжете на 6-18 месяцев, длина стопы, вся длина стопы вот это 12 сантиметров. Значит, вы вяжете 13 рядов от последней убавки до формирования мыска. Вот то, что мы сейчас провязали. Но если вы хотите больше вязать, на больший размер, то есть 18-24 месяца, длина стопы уже у нас 13 сантиметров. Значит, вы должны будете провязать 17 рядов, потому что у нас в 1 сантиметре плотность вязания 4 ряда.
На 2-3 года тоже можно смело вязать с таким количеством петель. И тогда уже длина стопы будет 15 сантиметров. А значит, мы с вами должны будем провязать 25 рядов. Поэтому вот именно из такой пряжи, с таким количеством петель, 32 петли, вы можете смело набирать и вязать даже вот на эти вот, на этот возраст. И на 18-24 месяца, и на 2-3 года. Так, как мы с вами формируем ленточный мысок? Для того, чтобы его лучше выполнить, мы с вами сейчас немножко распределим петельки, вернее спицы по-другому. Вытянем спицы вот здесь, вот там, где у нас маркеры. С одной стороны и с другой стороны. То есть у нас должно быть уже верх и низ на спицах. Так, довяжем сейчас до вот этого маркера, оставшийся, скажем так, половину ряда. Довязываем нижнюю часть до маркера. И вот смотрите, вот это у нас нижняя часть, 16 петель. И сверху тоже у нас 16 петель. И вот так вот мы с вами будем вывязывать сейчас ленточный мысок. Как он провязывается в данном видео не буду показывать. Вы можете перейти сейчас по ссылочке и посмотреть вот этот ленточный мысок. В принципе, вы можете закончить, скажем так, не только ленточным мыском, но и каким-то другим. У меня на канале есть мастер-классы мысок звездочка, а также мысок улитка. Тоже можете перейти по ссылочкам и посмотреть, как провязываются эти мысочки. Я сейчас быстренько покажу. Вот эти вот носочки, у них мысок улитка. Он еще называется спиральный. Видите, он более такой узкий и очень подходит для ношения в обуви. Так вот, если посмотреть, вот видите, он такой узенький. И так вот идут по спирали вот эти вот все убавочки. Здесь у нас мысок звездочка. Он более такой тупой. Вот видите, идут лучики, как от, скажем, от звезды. Поэтому называется звездочка. Если вот так вот посмотреть, наверное, я вам так вот покажу, да. Вот здесь у нас идут убавочки в виде таких лучиков. Вот. Но это для более, скажем, широкой ноги. И он более такой, вот видите, широковатый по сравнению с улиткой. Так, ну а вот этот вот мысок ленточный, он довольно-таки, я думаю, традиционный, всеми нами любимый. Я думаю, наверное, чаще всего используется. Так, ну а вы можете, в принципе, провязать каким-то своим любимым способом формирования мыска. Ленточный мысок я уже полностью выполнила. Вот так он выглядит поближе. С одной стороны, с другой стороны. Так, и каким образом я выполняла убавки? Значит, у меня было 4 ряда с убавками через ряд. То есть один раз я провязала с убавками. В одном ряду было 4 убавки. Вот здесь, здесь, здесь и здесь. А затем шел ряд без убавок. И дальше опять ряд с убавками. 4 петли. С одной стороны вот здесь вот 1, 2. И с другой стороны. И дальше опять ряд без убавок. То есть, еще раз повторюсь, 4 ряда с убавками через ряд. А затем, когда оставалось 8 петель, 2 ряда были с убавками. И вот сейчас у меня по 4 петли. Я сейчас их стяну иголочкой и заправлю вовнутрь.
И у меня вот получится такой вот носочек. Вот таким образом я нанизываю петельки. И затем стягиваю иглой и заправляю вовнутрь. Вот сюда. И подтягиваем. Так у меня получился этот носочек. Вот, видите? Там, конечно, я ниточки заправлю. И вот такой вот носочек у нас получился. Аналогичный тому, который на манекене. Так, на этом у меня все. Если это видео вам было полезно, я буду очень рада. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч!